Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Так, что мы тут видим? Мы видим следующее. Здесь есть орк-шаман, есть орк-чернокнижник, хан, Маморы здесь нет, что слава богу, хотя на самом деле даже не слава богу, в любом случае это никак не повлияет на то, что есть два метовых персонажа. Ну, короче, о них мы говорить не будем, потому что у меня уже настроение не испортишь никаким образом, потому что оно на высоте. Вот у меня реально сегодня шикарное настроение, и мне бы хотелось на чем-то таком необычном попробовать поиграть. Тут есть предмет третьего тира из реликвии, есть мастерская бума, есть, в принципе, аптечка. Как мы можем это использовать вот именно к себе, да? Вот как мы это можем использовать? На самом деле, пока что даже не знаю, как это можно будет использовать, потому что... Ого! А это намек на то, чтобы я сыграл либо же через богов, либо же через жрецов. На самом деле, я бы хотел заблокировать сейчас вот этих двух жрецов, но по факту, блин, я могу многое потерять, понимаете? Да, эти два жреца, они идеальны, они хороши. Если вот на следующем раунде ко мне он пришел в 2 звезды, то это вообще было бы пушечно. Я бы окупил все свои вложения, но, понимаете, у меня сейчас стартовый стол, он слабый. То есть, если вот сейчас реально так посмотреть объективно, то он у меня очень слабый, этот стартовый стол. Мне нечем дамажить будет. Класс. Вот это да. Ну ладно, ладно. Все. Сосредоточились. Один духовный талисман я взял. Можно, в принципе... Кстати, так реально можно сегодня попробовать через магов сыграть. Либо же через богов-орков. Если играть через богов-орков, то, в принципе, я могу как через Джаггернаута поиграть. Через магический билд. То есть для этого мне нужен будет посох третьего тира, все дела. Потом можно будет перестроиться в магов. А потом вообще можно перестроиться в богов, горн, играть через Дизраптора, либо же через Джаггернаута продолжить. Короче, давайте не будем загадывать наперед. Я вот как бы почву уже приготовил. Хочется мне попробовать сыграть через богов. А вот конкретно через каких богов, не знаю. Итак. Что же делать, что же делать? Что же делать, что же делать? Я, наверное, возьму кристалл плюс 50 маны. Да, я возьму кристалл плюс 50 маны. У меня будет сейчас много отхила. Прям тонна отхила. Вот так вот я всех кучно поставлю, чтобы у меня и жрица смогла закастовать. На следующем раунде... А подожди, если я сейчас выиграю стол, то я, в принципе, распродам двух этих персонажей и возьму себе уровень. Возьму себе уровень, у меня будет тогда небольшой шанс на фиолетовую фигуру. Ну и, соответственно, больше юнитов, все дела. Ну да, я, наверное, так и сделаю. Я сейчас, наверное, распродам свой стол и выйду в уровень. Вообще 0 дамага. У меня все фуловые. Дай бог сейчас тренд 2 звезды придет, и дай бог жрица мне в 2 звезды придет. Прикиньте, что будет. Так это все, меня просто не пробить. Не, ну пробить меня можно будет, если ко мне, естественно, кто-то придет по имени Антимейдж, не имбовый. Придет Антимейдж, не имбовый, все, там будет весело. Там будет весело, будь здоров. Можно будет кристалл маны, в принципе, отдать жрице, чтобы она заранее закастила свою способность. 2 чувака играют на улстрики. На самом деле мне можно еще людей сверху докинуть и идти в уровень. Ай, короче, много идей у меня в голове вертится, а вот что хочется, ну, хочется какую-то имбу собрать, да, вот необычную, но имбу. В принципе, игра через Дизраптора — это дефолт, да, тут даже имбой и не пахнет. А вот сыграть через что-то такое необычное... Это, ну, на самом деле, вот давайте будем откровенно говорить честными. Сыграть через какую-то... Блин, жалко, не хватает мне одного друида. Сыграть сейчас через какую-то имбу необычную чревато последствиями, что ты проиграешь игру в целом. Ты даже можешь топ-3 не занять. Ну, к сожалению, это да, это мета. Просто это мета. Из-за того, что это мета, то тяжко. Тяжко, но... В принципе... Короче, давайте попробуем. У меня есть одна идея. Я хочу попробовать сыграть через богов, через магов. Естественно, Дизраптор сюда входит, потому что Дизраптор, он в целом сильный персонаж. Если у меня все придет как надо, то я буду разрывать вообще без шансов всех. Ну, кроме гритеров каких-то, да, там. И кроме каких-то морских. И можно сделать следующее. Я уже не раз показывал этот билд. Смотрите, делаем богов, ставим горн, ставим Дизраптора. И все, и в вечном сайленсе держим всех. Держим всех в вечном сайленсе, куча урона у нас будет. Законтрить это, конечно, тоже можно довольно-таки легко, но
Звучит так круто, да. Меня, скорее всего, вынесу, да? Ну, жрица тупо отхилить. Да, ну, понятно. Спасибо, жрица. Я жрице закинул 50 маны. И она не смогла закастить свою способность, потому что не успела ману нарегенить. Вот такой импакт от нее. Отличный. Ну и хрен с тобой. Лина, боги. В принципе, можно было бы поставить еще и людей. Но людей я в любом случае, наверное, поставлю. Я вот сейчас думаю, может как-то распродать свой стол и попробовать выйти в 6-й. Поставить немного богов. У меня сейчас стол такой добротно выглядит. Не хватает, конечно, одного человека. Блин, как кайфово было бы, если бы на 3-м раунде у меня было бы 3 человека. Вот как кайфово это было бы. Но чего нет, того нет. Правильно? Имеем то, что имеем. Хоть на этот раз ты закастуешь свою способность, а? Ну, такое, что, глянь, тут только Тинкера немножко выкинули из этого круга почета. Ну ладно. Шпуньк, резачок, режь. Достал нож, режь. Стреляй. Хорош, Тинкер. Правда, как обычно, ракетку запустил лоу хпшного, но пойдет. В любом случае, Разора стоило добить. Так, ну здесь я выиграл. Шик. Просто перетерпел его. На характере. На характере перетерпел. Так, мы так апаем. Этого мы берем. Уровень нам... ну, наверное, в принципе, можно распродаться немножко и взять уровень. Ну да, наверное, возьмем все-таки 6-й. Хотя в любом случае, смотрите, у меня ничего не помещается. Мне надо выбирать сейчас. Либо же я оставляю людей, либо же я оставляю мехов. Трента скипать не буду от слова совсем. Тренд это имба. Как же поступить? Можно поставить вот таким вот образом немного богов, но насколько это будет импактово? Ну, в принципе, немного КД срежет. Чаще тренд сможет кастовать свой отхил. Резак чаще сможет крутиться. Хотя, на самом деле, наверное, лучше уровень поставить. Хотя там половина на лустрике играет. Через джитсов. Ну вот. Сейчас бы... Ну вот, халявный ролл у меня будет хотя бы. На самом деле, сейчас я немножко потерплю. Возьму 7-й уровень, на 7-м уровне поставлю 3 человек. И все, и буду кайфовать. Буду кайфовать, выходить в инкам. Буду на 8-м уровне, наверное, или на 9-м ролиться. И, соответственно, буду уже отталкиваться от того стола, который мне придет. Правильно? Ну, я думаю, правильно. На самом деле, мне хотелось бы поиграть, знаете, через какой билд? Это через волшебников-шамана. 2 омника. На самом деле, омник в двойку тоже такой сильный персонаж. Можно было бы сейчас, в принципе, богов убрать, поставить 2 омников. И я думаю, стол у меня тогда настолько сильный будет. Хотя там есть столы посильнее. Тоже трента в двойку собрал. Ах ты крыса какая. Ах ты крыса какая. Тоже за мной повторяешь. Да, трента собираешь, чтобы подхил был какой-никакой. Вот в такие моменты хочется, чтобы у меня была жрица. Вот серьезно. А, эта тварь еще и не закастовала. Резак, крутись. Не зря же я богов поставил, крутись. Ну, падла, просто, ну, ты глянь на нее какая, а. О, ясно. Спасибо. Я тебя запомнил. Я тебя запомнил. Ты ко мне сейчас пришел, но я твой ник запомнил. Готовься. Готовься. Тебе не сдобровать. Тебе не сдобровать. Мне так волшебники идут, на самом деле. Можно было бы через волшебников вообще поиграть. 12 уровень, да? А если я распродам этого, продам... Вот так вот сделаю. Я сейчас получу халявный ролл, получу уровень. И вообще шикарно будет. Я не должен проиграть мобам. У меня слишком сильный стол для того, чтобы проигрывать мобам. Короче, ребята. Кто еще не участвует в моем конкурсе? Напомню, что в моем телеграм-канале вся информация по поводу этого конкурса. Действий сделать нужно минимум.
Зато можно получить наушники. Поэтому, ребят, переходим в телеграм-канал, читаем всю информацию, закрепленки. Я думаю, многим это будет интересно. О, давай. Посох третьего тира. Посох третьего тира, молю. Это какой-то подвох. Сейчас мы умника вот так продадим. Сделаем вот такой вот стол. У меня есть котел. А ну-ка, давай. Ну, быть честным, мне не особо нравятся бусы. Я хочу попробовать этот драконий рог юзнуть. Все, короче, ко мне пришел котел. Все, я выстроил свой план. Смотрите, я хочу попробовать максимально выйти в уровень. Максимально выйти в уровень. А, тут антимаг уже, понятно. Ну, один антимаг меня сейчас жопу разорвет по полной программе. Тут вообще никак это не законтрить. Тупо 0 урона, как мы видим. Ну, невозможно его уничтожить. Ну и пошел ты в задницу, короче. Мне аж Манки Кинг пришел. Чтоб я с тобой разобрался. Короче. План таков. Сейчас, наверное, я его рискну. Попробую найти посох третьего тира. Дай бог, что пришел. Да! Чисто на 12 уровне у меня посох третьего тира. Мне бы сейчас котла в 2 звезды, либо разора в 2 звезды. Все. Это будет конечное для каждого моего противника. А еще я, кстати, новый же предмет ввели третьего тира. Это вот этот вот драконий рог. И драконий рог дает сразу со старта плюс 100 маны. А это означает, что? Правильно. Вариативность билдов увеличилась в разы. Поэтому мы сейчас будем делать что? Следующее. Правильно. Находим сейчас этот рог драконий. Драконий рог. И будем разваливать кабинеты. Будь здоров. Стол у меня уже сильный. Сейчас у меня котел накастует свой посох. Красава, есть уже пару стаков. Только у меня наступит 20 стаков, только ко мне придет котел в 2 звезды. Все, молитесь. Молитесь, иначе ваша задница будет набита так, что никогда в жизни вы такую набитую задницу не видели. Блин, мне так хорошо приходит это все. Морских здесь, в принципе, не должно собраться. Там есть пожестче столы. Чил просто на 6 охотников. А ну-ка приди ко мне сейчас, дорогой. Дорогой, приди сейчас ко мне. Я очень хочу с тобой повидаться. У меня есть незаконченный с тобой разговор. Сейчас ты ко мне придешь? Я надеюсь, что ты ко мне придешь, а не кому-то другому, и мы с тобой пообщаемся. Поближе, так сказать. У него как раз все кучно стоят, а я такое люблю. Я вообще на самом деле приветствую таких людей, которые всех кучно ставят. Молодцы, ребята, ставьте почаще. Ставьте всех кучнее почаще. Вот серьезно, ставьте всегда. Это имба. Если вы будете ставить вот так вот всех кучно, то вы будете побежать в 90% играх. Отвечаю. Вот гарантию даю. На самом деле, ребята, если что, то я рофлю. Не стоит так делать. Чисто инвестиция в хорошее будущее. И есть на связи, оно здесь. Мне бы разорчиков 2 звезды на самом деле. Вот разоров 2 звезды вместо котла, либо же котел в 2 звезды. Будет котел в 2 звезды, то все. Блин, я так сейчас аж разнервничал, мне аж так жарко стало в моменте. Кстати, хотел сказать, купил какой-то крем для лица, чтобы раздражение снял. Ну, посмотрим, насколько он мне поможет. Посмотрим, насколько он мне поможет, потому что на самом деле вот это раздражение мне вообще не нравится. Оно такое хреновое, оно такое болючее, неприятное. Как-то так. Так, ну ладно, свои новости из жизни я сказал. В принципе, этого достаточно. Этого достаточно. А еще я хотел сказать, ребят, неужели вы так жопите лайки? Вот серьезно? Вы так жестко жопите лайки? Я под вчерашним роликом говорю такое, что я смог отснять классный контент. Выложу его тогда, когда соберется 50 лайков. Там, если что, Керри Свен через фуловых демонов и ведьмаков. Без драконов. У меня получилось снять классный контент. И говорю такой, 50 лайков, и будет все замечательно. Выложу контент, кайфанете от просмотра. Там не изичная катка, там вот кайфанете от просмотра под вчерашним роликом. Ну, а лайков пока что вот на... Сейчас 11 часов вечера. А лайков там как кот наплакал. 16 лайков, по-моему, если не ошибаюсь. Из 50. Из 400 просмотров. Обидно. Поэтому, ребят, давайте исправим эту ситуацию. В правом верхнем углу экрана будет подсказка. Перейдете на этот ролик и докидаете недостающее количество лайков, чтобы увидеть вот этот вот зачетный контент. Да, все, короче, я решил.
Делаем сейчас максимальный уровень. Ну, если получится, то, естественно, я хотел бы 12 уровень взять. И, кстати, у меня чуть клокверк не откис. Если подкис клокверк, у меня бы стаки посоха снизились бы на 50%. И это было бы дико обидно. И знаете, что я еще хочу? Я хочу, наверное, попробовать рискнуть. Наверное, попробовать рискнуть. И найти драконий рог. Получится ли у меня это сделать, не знаю. По крайней мере, мне бы хотелось попробовать. Просто понимаете, если я сейчас нахожу драконий рог, этот драконий рог мне жестко поможет. Ну тоже. А была не была, поехали. Боже, все, это моя игра. Ребята, это моя игра, все, я вам гарантирую, это будет моя игра. Если сейчас ничего сверхъестественного не произойдет, хотя это может произойти, потому что там есть антимаг, и все мы знаем, как можно антимага использовать. Да и, в принципе, сейчас шарбезных кто-то найдет, а если я не найду Аганим, то я, соответственно, пробивать никого не буду. А еще тут нет Зевса, поэтому тут могут еще морские сверху появиться. Все, у меня драконер... Вот, просто посмотрите, со старта 100% каст способности. Можно сейчас богов сверху еще поставить, и будет вообще чика-бомбони. Я даже уровень возьму 8. Котла? Понял, никакого котла, так никакого котла. Можно было бы поставить фуловых людей. Можно было бы поставить фуловых людей. А можно поставить богов фуловых, кстати. Вот что не менее важное, то это можно реально поставить фуловых богов. Так, тут я вижу уже волшебники есть. Это плохо. Это плохо, что там есть волшебники. Драконов я распродам, вот этих всех распродам. Выйду в 30 монет. Мне надо в 50 монет выходить. Короче, выхожу в 50 монет, выхожу в 9, начинаю ролиться. Все. План поставлен. Будем исполнять. Мне бы котла в 2 звезды. Мне бы сейчас котла в 2 звезды. На самом деле у меня на 8 уровне 15% шанс на фиолетовую фигуру. Но нужную фигуру я хрен найду. Вот отвечаю вам. Ну ладно, хотя бы вот, мне бы уже котла... Ой, не котла, мне бы Разора в 2 звезды найти. Хотя там будет играть маг через волшебников. Не очень хорошие новости для меня, конечно. Но на самом деле я даже не мага через волшебников опасаюсь. Я более опасаюсь антимага через волшебников. Потому что если антимаг соберется через волшебников, это будет финита ля комедия. Так, а ну-ка сдрысни отсюда. Смотрите, смыл. Это у меня еще котел в 1 звезду, прикиньте. И это еще нет 6 магов. И я настолько жестко его сбриваю. Просто. Котел бритого. Котел бритого. У меня, кстати, тоже есть фуловые волшебники. Надо людей поставить, я думаю. У меня, кстати, винстрик 6. Вы прикиньте, если какой-то чел придет и собьет этот винстрик. Это же будет у меня такой кэш. Знаете, как хорошо играть, когда в катке нету гнезда Маморы. И ты не сидишь, не сыкаешь под себя и ждешь какого-то антимага в 3 звезды, либо же Манки Кинга в 3 звезды. Хотя на самом деле, то, что есть у меня сейчас, выглядит так ярко. Так светится, что будь здоров. Кстати, там чел уже собрал себе 9 магов через волшебников фуловых. Мне нужен котел. Без котла я откисну. Так, вот охотник. Жалко, ты без винстрика, молодой. Кстати, когда какое-то у котла долгое? Несмотря на то, что у меня 2 волшебника, да, 2 бога стоит. Почему я... Ну, ай да хрен с ним. Заговариваюсь и заговариваюсь, правильно? Плевать абсолютно. Кунка. А что мы можем сделать с этим? Что мы можем сделать? Мы можем поставить фуловых людей, да? Естественно, можно даже сейчас мехов продать. Играть через фуловых людей. В принципе, почему нет? Ну, а реально, в принципе, почему нет? Можно в действительности играть сейчас через фуловых людей. Клокверка тоже можно продать. На 9 уровне, я даже смогу сыграть так. 6 людей, 6 магов. Драконы мне, в принципе, не нужны, у меня всего есть в котле, но мне нужен котел. Так, что у меня упадет? Хрень не упадет. Ладно. Так, 6 человек есть, бог есть. А можно бока? Пожалуйста. И котла в 2 звезды. Можно даже Разора. Я не придирчивый, давай Разора. Там, кстати, уже фуловые инсектоиды, это плохо.
То, что там фуловых инсектоид собрался, это, конечно, вообще нерадостные новости. Мне надо... Оу май. Оу май. Все, 6 магов поставил. Более-менее хорошо. Богов нету пока что, но ничего страшного. Ничего страшного, ничего страшного. Разор 2 звезды есть зато. Антимага берем, но я, наверное, через него играть все равно не буду, потому что у меня есть как бы более лучшие фигуры. Там даже 2 мага собралось через волшебников. Пожалуйста, котел, приди. Я тебя молю, приди в ближайшее время. Ты очень нам нужен, понимаешь? Ребята, все сейчас в комментариях пишем: котел, приди. Котел, приди. Вот так вот, просто хэштег котел, приди. Давайте, пишем в комменты, пишем, не стесняемся. Так, это маг. Это маг-волшебник, но мне плевать. Мне абсолютно плевать. Мой маг сильнее, потому что у меня есть посох 3-го тира. Я вот, кстати, в предыдущем ролике говорил о том, что, ребят, посох 3-го тира на магах это имба. Если вы не будете его брать, у вас будут проблемы. Вот серьезно. У вас на магах не будет хватать дамага. Вот этот посох 3-го тира дает максимальный эффект. И даже, если будет против вас фуловые морские, а у вас в запасе будет Зевс, поверьте, вы Зевсом будете пробивать все, что только видите. Вот, кстати, этого охотника я опасаюсь чутка. Кстати, у меня ж есть коса... Ах ты ж черт какой ты, шамана нашел. Это плохо. Это очень плохо. У инсектоида 10 уровня, у него есть орк-шаман. Это плохо. Мне он нужен. Мне нужен орк-шаман. Будет орк-шаман, не будет проблем у меня. Я даже переживать ни за что не буду. Потому что все просто, кстати. Грангеральд, иди погуляй, мне надо в 20 монет выйти. Ой-ой-ой, как я наныл сейчас. Наныл. Просто, ну, прекрасно наныл. Мне нужен этот дизраптор. Соберется в 2 звезды дизраптор, все. Им ханарики. Я надеюсь, он быстро пойдет. Я, кстати, смогу поставить фуловых богов. Ну, не фуловых, а 4 бога. Ну, короче, фуловых. Ну и тем самым, кстати, я инсектоида тоже буду пробивать в легкую. У меня будет стоять 4 бога. Соответственно, у меня будет минимальная КД на способностях. И, соответственно, я буду инсектоида быстро сбривать. Единственный минус это то, что когда инсектоид будет перерождаться, и если у меня не будет какого-то агонима, то мне, возможно, не хватит урона. Я, кстати, сейчас поставлю лучше 4 богов. Если что, делаю это не просто так. Потому что там есть инсектоид, и если у меня не будет минимального отката на способностях, то меня инсектоид сбреет. То меня инсектоид без шанса вынесет. Давай Дискорд. И один посох хорошо, 2 лучше. Запомните, один посох хорошо, но 2 лучше. Я сейчас делаю так. Я один посох закину в Разора, а один в котла. И у меня будет 2 огромных дэмэдж-дилера. А когда ко мне придет шаман 2 звезды, то я, соответственно, все в шамана закину. Я, кстати, сейчас возьму... Не возьму. Возьму. Блин, у меня коса есть. Как поступим? Я сейчас, если что, этот посох оставил в Разоре не просто так. Этот посох в Разоре сейчас настакается. После того я перекину его в котла. После того, как он настакается, естественно. И у меня будет 2 огромных дэмэдж-дилера. У меня будет один Разор, один котел. Все, и буду смывать всех и вся. 10 тысяч урона. Ну, маловато. Агонимчик нужен. Хотел сделать красиво, по итогу не очень получилось. Можно, кстати, будет еще драконов поставить. В общем, сейчас для меня самый опасный, это инсектоид. Самый опасный инсектоид, у него нереально огромный стол, у него 43 хп. У него как-то там все слишком хорошо. Сейчас 6 людей поставим. Я сейчас получу 10 опыта за этот раунд, потому что выиграю. Вдруг кто не знает, как работает баф 6 людей, объясняю. Смотрите. От вашего уровня за победу на вашем столе отнимается минус 2, и столько вы получаете опыта за 6 людей. Но также вы еще получаете плюс 2 опыта за первую синергию людей. Это за 3 человека. Ну и того, соответственно, то количество опыта.
Не, ну, кстати, я только что хотел натрындеть и сказать, что зачем мне еще один посох третьего тира. А мне пришло волшебное зеркало. И это на самом деле хорошо, что мне пришло волшебное зеркало. Поставлю Леона. Гримтач, конечно, круто. Замечательно. Цемочку. Мне на мгновение показалось, что это сейчас пришел ко мне шаманчик. На мгновение. Ну, чисто, знаете, такая... Слабину дал немного. Короче, я не буду играть сейчас через драконов-магов. Я буду вот играть через этот горн. И все, в принципе. У меня, для того, чтобы ману регенить, у меня есть ЦМ-ка. ЦМ-ка под волшебным зеркалом будет в 3 раза быстрее ману регенить. То есть раз в 2 секунды она будет регенить чуть ли не по 50 маны. Поэтому буду играть через нее. Плюс на мейн-кире у меня есть драконий рог. Не будет хватать, то, соответственно, я буду думать. Буду думать, что делать. ХПшки у меня достаточно, деньги у меня есть, все есть. Так, охотник. Ой, бедный охотник. Ну, бывает. Кайфули. А, кстати, мне там вчера комментарии оставили под роликом. Что типа, мол, если ты играешь через Мамору... Вот хотел бы, в жизни бы мне так не приходило. Вот серьезно, хотел бы, мне бы так в жизни не приходило. Мне там вчера оставили комментарий, что типа, играя через Мамору, то не так скиллово пока, ну, получается. Ну, ребят, это мета такая. Как ни крути, но это мета такая. Тут либо ты играешь сейчас через такую мету, либо же тебе выносят антимаг. Сейчас, на самом деле, даже антимага никто особо не обузит, но вот этот вот волшебник-маг, он мог спокойно себе забузить антимага в 2 звезды, закинуть ему шар бездны, либо же капюшон 2-го тира, и он бы сносил меня. О, так, это нам надо. Это нам надо по-любому. Я антимага не беру специально. Я не хочу играть сегодня через антимага. Да, я видел там, что есть инсектоид, и на самом деле вот этот бы антимаг мне помог против инсектоида, но не хочу. Не хочу. Я хочу вот поиграть сейчас так, через котла. Кстати, если сейчас придет ко мне инсектоид, и я его выиграю, я получу столько опыта, что мне даже и не снилось. Хотя на самом деле не, стопе. Я получу не так много опыта. Да, я не так много опыта получу, как хотелось бы. У меня был рекорд. Там был как-то чел, у него было 15, по-моему, винстрик или что-то типа того, у меня была коса сколы. И вот с этой косой я просто беру его, сношу и получаю 30 опыта, как с куста. Боже, это такой куш был. А ну-ка, давайте напишите в комментариях, кто с этой косой больше всего сбивал винстрик. Вот максимум ваш. Какой ваш максимум на сбитие этого винстрика? Вот какой? Можно было бы перекинуть сейчас вот этот посох 3-го тира в Хана. Из-за того, что у него хп больше. И, в принципе, я думаю, дамага будет больше. Но лучше пока что в Разоре пусть стоит. Что-то мне как-то в Разоре он поспокойнее выглядит. Так, а ну-ка сюда, иди, маг. Нет, живи! Это было близко. Это было очень близко. Я думаю, все прекрасно понимают, почему это было очень близко. Так, минус кто это? Джейнус, это охотник вылетел, отлично. Давай попробуем Аганим найти. Хотя не, еще рано. Сейчас будет, в принципе, 30-й раунд. И на 30-м раунде я попробую поискать Аганим. Там, может, мастерская бума мне снова упадет, и у меня будет плюс 2 жетона к роллу. Я просто не хочу особо терять этот дискорд. И не хочу, тем более, предмет, точнее, посох 3-го тира скипать. Не хочется. Если что, я на всякий случай этого чувачка беру. На всякий случай. Он у меня не просто так. Кстати, я сейчас в любом случае выиграю раунд. И получу кучу опыта. В любом случае. Я думаю, инсектоид мне не сможет вытащить никак. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Давай, ко мне приходи. Ну-ка, инсектоид. Хороший сайленс был. Еще чуть-чуть не хватало для того, чтобы закастил Манки Кинг свою палку. Сколько минус? Ух ты, просто плюс 14.
опыта получил. Плюс 14 опыта получил. Вот это кайф. Вот это я понимаю закэшбэчил. Вот это топчик. Сейчас, кстати, можно расстановку немного будет поменять. Даже не может, а нужно будет поменять расстановку. Смотрите. У меня есть горный агр. Вражеский манкикин будет тратить свое время на этот агр. Квапу, кстати, я тоже хочу взять. И фуловый горный я на всякий случай пока что оставлю. Так, у меня разорчик 2 звезды. Это, конечно, хорошо, но еще не отлично. На следующем раунде я, наверное, все-таки Лину продам. И поставлю провидца. Пусть у меня инвокер будет. Хотя, на самом деле, я не помню, как инвокер хорош против инсектоидов или не очень. Мне бы хотелось, чтобы Лич ко мне пришел 2 звезды, но... Пойдет и так. Боже, как я обожаю этого котла. Так, мастерскую бума пикаем. Сейчас будем пробовать переработать шмоточку. Так, отлично. Жалко сейчас... Хотя, в принципе... Так, юзаем. На самом деле ужасный предмет. Вот этот предмет, который мне упал против инсектоида, ужасен. Кстати, у него прикольная внешка на этом шаманчике. Мне она тоже выпала. Только она у меня стоит на 2-звездочном персонаже. Поэтому показать не могу. Шаманчик мне, как мы видим, приходить не хочет. У него, кстати, там капюшон пальто. Ладно, будем называть это... Нет, смотрите. Плащ-пальто мы будем называть предмет первого тира. А вот это будет капюшончик. Или как? А ну-ка, давайте напишите в комментарии, какое можно прикольное название придумать на этого Манки Кинга. Кстати, вы заметили, у него там драконий рог стоит сейчас. Я немножко перетасую свой стол. Мне главное, чтобы этот Сайленс не упал на моего котла. Это самое главное. Так, ну он вообще куда-то на Леона кидается. Ну и хорошо, так. Ну-ка сдохни, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо. Поюзал имбу, да? Ой, не вышло, да? А сколько тебе сейчас... 1 хп остался. Прикиньте, 1 хп у него остался. 1. Прикиньте, кстати, мне за всю игру ни разу не упал Джакира. Да, мне упали другие легендарки, все такое, но не упал ни разу Джакира. Опа. Так, котел, иди погуляй. Берем тебя. Предметы перекидываем сейчас из лича из разора в лича. Лич будет жесткий. И надо как-то вот так вот поставить сейчас этот дискорд, потому что там манкикин с предметами. Блин, сейчас главное, чтобы мне не упал... Он расстановку поменял. Шаманчика ближе поставил, ну ладно. А что за способность кидает инвокер, ну-ка? Не смей сдохнуть. 17 винстрик, ребята, на мгновение. 17 винстрик. Это было круто. Это было круто. Сыграл не на мете. Против метовых персонажей. На самом деле, вот этому инсектоиду, ему нужно, ну, перестроиться было. Перестроился бы он в волшебников морских, он бы меня снес. У меня нечем его контрить было. Но он решил остаться на инсектоидах и думал такое, мне ж моих имбалансных манкикинов хватит. Но не хватило. Что ж поделать. Короче, что я хочу сказать. Вот этот вот предмет 3-го тира, драконий рог, он классный. Он реально классный, потому что он добавляет разнообразие билдов в катку. Вот реально добавляет разнообразие билдов. Ты можешь сейчас не добавлять драконов. Ты можешь ставить вот богов-магов без драконов. И тем самым просто тебе в ЦМ-ку нужен будет предмет 3-го тира, вот это волшебное зеркало, чтобы восстанавливать в 2 раза быстрее, ну как в 2, в 3 раза быстрее ману своим союзникам. У тебя мейн-кири, он сразу кастует свою способность из-за того, что есть вот этот вот драконий рог. А вот это вот волшебное зеркало, оно помогает остальным союзникам. И в принципе, этот драконий рог, хотя на самом деле можно даже 9 магов поставить. Но тоже, смотрите, если вы поставите 9 магов через волшебников, то будет такая ситуация. Вот придет к вам инсектоид,
Вы его не сможете вынести из-за того, что он вас переспамит. А в таком случае у вас есть котел, и у вас есть боги, у вас есть инкастовая способность из этого котла. А котел, как мы знаем, 100% кастует свою способность. Но самое главное, чтобы у вас был драконий рог после 3-го тира и желательно аганим, потому что без аганима вам будет очень плохо. А если у вас есть дизраптор в 2 звезды и аганимчики, вот эти вот все предметы, то это все. Это катастрофа для каждого. И вот, кстати, Свена тоже можно юзать через фуловых демонов и использовать вот эти вот драконий рог. Имба. Пользуйтесь. Пользуйтесь и пытайтесь добавить что-то необычное. Кстати, знаете, как он мог поступить в этом случае? Как он мог меня вынести без единого шанса? Смотрите, все было просто. Ставить Никса, а у него был Никс, по-моему. Если честно, по-моему, был Никс. Ставить Никса, закидывать этот драконий рог в него, Никс кастует свои шипы со старта, у меня котел начинает заряжаться, вот так вот просто и умирает. Умирает, потому что его Никс ваншотает. Ваншотает, потому что возвращает ему полностью урон. Как-то так, я ж микрофон ударил. Надеюсь, это не жестко было. Хотя, я думаю, мало кто смотрит концовку. Или смотрит. А ну-ка, напишите в комментах, сколько людей смотрит концовку. М? Ладно, что думаете по поводу этой катки, напишите в комментариях. А также, ребят, не забывайте ставить свои лайки, как под текущим роликом, так и под вчерашним, потому что под вчерашним Кири Свен через фоллоук демонов. Так что я жду от вас количество лайков нужное. Это 50. 50 под вчерашним. Под текущим просто накидайте максимально лайков. Кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся. А кто на телегу не подписан, обязательно подписываемся на мой телеграм. В описании и в комментариях закреплена ссылочка на мой телеграм канал. Еще на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!